Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Травянистые растения, произрастающие на плато на высоте 4000 метров китайских горных провинций, могут достигать высоты в полчеловека, а их листья похожи на перья птицы. После высыхания корней их можно использовать в качестве лекарственного средства. Каждый июль, август и сентябрь– лучшее время года для сбора этих трав. В городах Гуанинцяо, Аба и Сычуань Ламу и ее отец ездили на старом фургоне в горы. Людям приходится подниматься на более высокие места. Чем выше, тем лучше внешний вид растущих там трав. На Ламу были старые зеленые ботинки. Она носила специальную мотыгу, а за спиной несла грязно-желтый плетеный мешок и тщательно обыскивала то опушку леса, то кусты. Она проводила на горе целое лето, но результаты во многом зависели от удачи. Иногда ей удавалось выкопать несколько мешков в день, а порой не удавалось найти ни одного растения. Высушенный натоптеригий можно продать примерно по 30 юаней за упаковку, а годовой доход составлял менее 20 тысяч юаней, из чего и состоял почти весь доход Ламу и ее отца. Амачу была 30-летней видеоблогершей из этнического меньшинства Тибета. Она носила никнейм Ламу, и у нее было 770 тысяч подписчиков на Douyin, китайской версии TikTok. Она регулярно публиковала веселые видеоролики о своей сельской жизни в горах, в которых показывала, как она подпевает под фонограмму, готовит, собирает пищу или проводит время с семьей. Ламу родилась в бедной семье, и ее основным источником дохода было сельское хозяйство и сбор трав в горах. Она была красива и стала интернет-знаменитостью, чтобы прокормить свою семью. В своих видеороликах Ламу иногда носила традиционную тибетскую одежду, и подписчики часто хвалили ее за отсутствие макияжа. В описании ее аккаунта в Douyin говорилось: «Дело не в том, что мне не нравится городская жизнь. Просто я хочу быть рядом с отцом, а также то, что я живу в горах, помогает мне получать доход. Я хочу поделиться сокровищами гор с большим количеством людей». Но личные обстоятельства Ламу были далеко не такими солнечными, как показано в ее видео. Однажды Ламу поделилась очередным музыкальным видео с текстом: «Новая отправная точка, новое начало, давай». Тогда пользователь сети оставил сообщение, вскользь назвав Ламу замужней. Тогда блогер ответила этому пользователю сети, что такая формулировка причиняет ей боль, и что ее друзья стараются не напоминать ей о ее замужестве. Этот пользователь сети, возможно, не знал, что Ламу в то время только что развелась со своим мужем Тан Лу, со стороны которого в течение многих лет подвергалась жестокому домашнему насилию. Ламу вышла замуж за Тан Лу в 2009 году, но пара часто ссорилась, и мужчина много раз ее избивал. После очередных побоев Ламу немедленно подала на развод с Таном. У пары было 2 детей, и каждый получил опеку над одним ребенком. Ламу оправлялась от травм, причиненных супругом-тираном в доме у родственников. Когда Тан разыскал ее, опустился перед ней на колени, признавая свои ошибки, раскаивался и поклялся, что никогда больше не причинит ей вред. Увидев, что Ламу не прониклась его речами, он рассердился и обезумел. Он приставил кухонный нож к шее своего младшего сына. «Я убью его, если ты снова не выйдешь за меня». Ламу рассказывала сестре Жуоме, что Тан взял обоих детей и пошел к реке, угрожая утопиться вместе с ними, если она не вернется к нему. Опасаясь за безопасность своего ребенка, Ламу была вынуждена снова выйти замуж за своего бывшего мужа. Но после неоднократных оскорблений и страха за свою жизнь, она снова развелась с ним в начале 2020 года.
Местный суд постановил, что Тан, у которого было больше финансовых ресурсов, получит опеку над обоими детьми. Семья Тана была довольно обеспеченной. У него было 2 дома и машина стоимостью 200 тысяч юаней. Ламу скрывалась от бывшего мужа в доме ее сестры Жуомы. В попытках найти непокорную супругу разгневанный мужчина отправился к ее родственникам, а именно к сестре Ламу, которая отказалась сообщить местонахождение женщины, в результате чего также была избита Таном. Тан бил женщину по лицу, а ее муж Луа рассказал репортеру, что после того, как Тан ударил Жуому, он поспешил скрыться, в результате чего члены семьи немедленно обратились в полицию. Они рассказали, что об инциденте было сообщено в полицию, которая, по их словам, не предприняла никаких действий, обозначив случившееся делами семейными. Ламу, несмотря на постановление органов опеки, забрала себе обоих детей и проживала вместе с ними в горах Аба, отдаленном сельском районе юго-западной провинции Сычуань, среди большого количества этнических тибетцев, где и снимала контент для своего канала. 14 сентября 2020 года в своем последнем видео Ламу исполняет традиционную тибетскую песню для своих поклонников. В подписи к видео она написала: «Пусть все ваши желания сбудутся». Позже, в тот день, прямая трансляция была внезапно прервана, оставив фанатам только черный экран и ужасающие крики. В ее аккаунте не было никакой активности в течение 2 дней, прежде чем сестра Ламу, Жуома, вышла в эфир и рассказала о том, что происходило в момент прерывания эфира. В 8:20 вечера бывший муж Ламу ворвался в дом с ножом и бочкой бензина. Тан облил лицо женщины и пол вокруг нее бензином, одной рукой приставил нож к шее жертвы, а в другой держал зажигалку. Отец Ламу, Сан Ландзя, спал в другой комнате и был разбужен криком Ламу о помощи. Когда он бросился на кухню, то увидел, что все тело женщины было облито бензином, а полы кухни и гостиной также были залиты маслом. Он собирался убить всю нашу семью, а не только мою сестру. Судя по количеству бензина и ножей, принесенных Таном, делала вывод Жуома. Сан Ланзя вспомнил, как его дочь душераздирающе кричала им: «Папа, беги, он меня взорвет!» Мобильный телефон лежал в комнате. Прежде чем отец дозвонился до номера 110, огонь начал разгораться и быстро распространился по всему дому, после чего последовал огромный взрыв. Впоследствии Жуома узнала, что Тан также пострадал от пожара и получил травмы лица. Возможно, из-за нервозности он не уехал на мотоцикле, а спустился с горы. В столовой у подножья горы он попросил бутылку минеральной воды, но местного управляющего напугало его почерневшее лицо. Позже Тан был арестован прибывшей полицией. Полицейский из поселка Сычуань рассказал, что у Тана были ожоги на 45% тела. Самые серьезные из них были на лице. Сгорел слой кожи. Также, вероятно, из-за паники Тан потерял обувь, когда спускался с горы. Белые повседневные кроссовки долго лежали брошенными на обочине горной дороги, и никто не желал к ним прикоснуться. Огонь сжег 90% кожи несчастной женщины. Местная больница не смогла оказать ей помощь, и ее отправили в народную больницу провинции Сычуань. Членам семьи удалось собрать средства на лечение, около 1 миллиона юаней. Луа рассказал репортеру, что во время госпитализации Ламу находилась в коме, и в этот период на короткое время иногда приходила в сознание. Когда мы обращались к ней, ее голова слегка двигалась, но она не могла говорить. После того, как Ламу была сожжена, ее старшая сестра Жома и Луа отправились в Ченду, чтобы заботиться о младшей родственнице. Хотя Ламу была в тяжелом состоянии, у них до последнего момента не угасала надежда, что Ламу пойдет на поправку. Сестра Жома рассказывала, что помимо ожогов еще было 6 или 7 ножевых ранений, причем рана на лбу была достаточно глубокой, чтобы виднелись кости. Врачи поставили в известность Жоому, что часть мышечной ткани пострадавшей придется удалить. 22 сентября ей сделали серьезную операцию. У нее срезали часть плоти и сняли почти всю кожу. Однако спустя 16 дней состояние женщины серьезно ухудшилось, в результате чего вечером 30 сентября она умерла. С того момента, как обезумевший Изберг сжег свою бывшую жену насмерть, семья Тана так и не появилась, не говоря уже о том, чтобы заплатить хоть копейку на медицинские расходы. В некоторых сообщениях китайских СМИ предполагалось, что убийца хотел отомстить Ламу за то, что она подала на развод из-за домашнего насилия.
Дело Ламу усилило в Китае новую ярость по поводу домашнего насилия в отношении женщин. Сторонники заполонили ее страницу Douyin десятками тысяч комментариев, оплакивающих ее смерть, а миллионы людей в социальной сети Weibo призвали к справедливости. Тем временем Жуома взяла на себя управление аккаунтом своей погибшей сестры, публикуя новости о ситуации в ее семье и слезные прощальные послания. Подсудимый Тан Лу был признан виновным в умышленном убийстве Народным судом промежуточной инстанции в районе Аба, провинции Сычуань. Суд заявил, что его преступление было чрезвычайно жестоким и что социальные последствия были чрезвычайно плохими, и приговорил мужчину к смертной казни. Ее смерть вызвала протесты в интернете по поводу недостаточно освещенной проблемы домашнего насилия в сельских общинах, особенно там, где оно затрагивает этнические меньшинства. Китайские власти ввели наказание за домашнее насилие только в 2016 году, но согласно исследованию 2013 года, опубликованному авторитетной Всекитайской Федерацией женщин, каждая четвертая китаянка хотя бы раз в жизни подвергалась домашнему насилию. Китай недавно пересмотрел свой закон о разводе, предусмотрев месячный период на размышления, прежде чем будет разрешен развод. Эта мера направлена на борьбу с импульсивными разводами, но реформу критиковали за то, что она сопряжена с риском излишнего повторного контроля над жертвами со стороны жестоких супругов. Похороны Ламу прошли в местном храме 5 октября 2020 года. Хэштег «Сегодня Ламу кремируют» получил более 310 миллионов просмотров на Weibo. Китайская актриса Ли Бинбин также высказалась по этому поводу на Weibo, сказав: «Не будьте равнодушными, не молчите. Домашнее насилие — это не семейное дело, это преступление». Один популярный пользователь Weibo, сценарист из Пекина, имеющий около 240 тысяч подписчиков, утверждает, что вмешательство властей в дела о домашнем насилии иногда буквально является вопросом жизни и смерти. У женщин, ставших жертвами домашнего насилия, не должно быть только две судьбы, пишет блогер. Либо быть избитыми, либо убитыми. Этот блогер вместе с другими пользователями социальных сетей упоминает и другие случаи, когда невмешательство местных властей в дела о домашнем насилии привело к трагическому финалу. Дун Шаньшань была 26-летней женщиной из Пекина, которая пострадала от жестокого обращения со стороны мужа вскоре после замужества. Дун и ее семья сообщали о жестоком обращении в полицию в общей сложности 8 раз, но полиция, как утверждается, не хотела вмешиваться в то, что считалось семейным спором. После очередного избиения со стороны мужа в 2009 году Донг умерла от отказа внутренних органов. Ее мужа приговорили к 6 годам тюремного заключения. Ли Янь подвергалась насилию со стороны своего мужа Тан Юна с тех пор, как они поженились в 2009 году. Хотя Ли сообщила о насилии в местное управление юстиции, полицию, Всекитайскую Федерацию женщин, местные власти не вмешались. Когда насилие вышло за пределы, Тан ударил Ли головой о стену, отрубил ей один палец и тушил сигаретой о ее лицо и тело. Ли непреднамеренно убила своего пьяного мужа из ствола пистолета после того, как он угрожал застрелить ее. Ли была приговорена к смертной казни в 2011 году. Приговор был отменен в 2015 и заменен пожизненным заключением. Дело госпожи Лю попало в заголовки газет после того, как женщина из провинции Хэнань выпрыгнула из окна второго этажа, спасаясь от домашнего насилия. Видеозапись того, как Лю приземлилась на улицу, падение, в результате которого она была временно парализована, стало популярным в сети. Известно, что Лю подала на развод, но это было отклонено местным судом. Сообщается, что суд отклонил ходатайство Лю о разводе из-за нежелания ее мужа расстаться, а также потому, что ее заявления о домашнем насилии не могли быть подтверждены без возбуждения уголовного дела. Летом 2020 года Лю наконец получила развод. В свете дела Ламу многие люди на Weibo и Douyin теперь поддерживают так называемый «закон о Ламу», который должен расширить юридические возможности жертв домашнего насилия в большей степени, чем это дает действующий закон о домашнем насилии. Нам нужен Биль Ламу. Мы не можем допустить, чтобы подобные случаи повторялись, говорят многочисленные комментаторы, а другие также пишут: если вы не выскажете свое мнение, ничего никогда не изменится. Один пост на эту тему собрал более 630 тысяч лайков.
В июле 2022 года Тан Лу был казнен судом провинции Сычуань на юго-западе Китая. Тем временем дом отца Ламу сгорел в результате нападения, и с тех пор пожилой мужчина живет в старом доме престарелых недалеко от правительственного учреждения. В настоящее время двое сыновей Ламу все еще живут с семьей Тан. Неизвестно, знают ли дети о том, что случилось с их матерью. Родственники Ламу очень обеспокоены тем, что дети пострадают и хотят вернуть опеку над двумя детьми. Друзья, а что вы думаете о проблеме домашнего насилия над женщинами, настолько распространенной в нашем обществе, вне зависимости от географии стран, культуры и менталитета? Возможно ли заведомо понять, что ваш любимый человек впоследствии может оказаться тем, кто лишит вас жизни? Исправит ли ужесточение законодательства столь печальную статистику? Делитесь вашим мнением и историями из жизни в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь, но перед этим, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить больше роликов. Всем пока! Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.